Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Второй прогноз на следующую неделю. Следующая неделя со 2 по 8 марта. Уже будет 8 марта, будет праздник, будет что-нибудь интересненькое у кого-то так, у кого-то немножечко по-другому, но все равно весна все-таки берет свое, обязательно возьмет свое, да, и будет все хорошо, как и мечтаем, обязательно. Давайте посмотрим, да, что карты расскажут о следующей неделе. Это старшие арканы, и старшие арканы покажут общий энергетический фон следующей недели. Один аркан беру, посмотрим его. Дальше послание стихий, одну карту тоже выну и будем смотреть со 2 по 8 марта. Послание стихий и гексаграмма книга перемен. Гексаграмма книга перемен. Почитаем ее в конце расклада. И она тоже расскажет по-своему, какая будет следующая неделя. О, такая вот карта. Начинаем с общего фона. Со 2 по 8 марта. О, император сидит. Ага. Это значит, что энергетический фон следующей недели со 2 по 8 марта, ну, можно описать его как время большой чистки перед обновлением. Почему? Потому что как бы император, он больше дает, ну, как будто приказ, либо какое-то слово, защиту, да, потому что сила, голова, руки, ноги, все здоровое, работает, неделя прекрасная, но это реально как будто бы время большой стирки, большой чистки, больших каких-то событий, может быть и маленьких, но вихрем что-то такое вижу, как завьется, закрутится перед обновлением. А еще могу, да, сказать по императору, я, конечно, не по лунным там затмениям, да, вот это вот больше как Таро просто, либо видение, которое я вижу, серьезно. Вот, но лунное затмение будет на следующей неделе, которое перейдет в Деву. Получается так, да, император и рядышком с ним как Дева. Да, лунное затмение 3 марта. 3 марта я прочитала, думаю, ну если карты будут показывать, я вам скажу, потому что реально я не по гороскопам, звездным там всего такого нет. Но все-таки, да, император говорит, можно это сказать, потому что лунное затмение в Деве, которое будет 3 марта, оно как раз и задает тон всему раскладу по поводу следующей недели и вашим каким-то событиям. Есть такое, есть. Вот. Ну, давайте смотреть, да? Давайте дальше. Потом, если что, к императору вернусь еще, но общий энергетический фон ого, сильный. Это и в ваших руках многое что будет, и поедете куда-то, и голова будет работать. Кстати, будьте внимательны, чтобы не болело. Если вдруг что, сразу к специалистам, либо отдых, либо там еще что-то, да, но не переусердствуйте. Есть такое, что бегать не будет много. Ну, давайте смотреть. Это жезловая масть. И план реализации, вот как раз действия, да, вот эти поездки, встречи с кем будут, как будет. Давайте посмотрим. Со 2 по 8 марта. Интересная, кстати, неделя уже вот с императора. Кстати, давно не выходил. Ну, значит, действительно какое-то обновление надо ждать. Надо ждать. Это больше даже, вот я сказала, как приказ, либо еще что-то, но это больше как послание. Это, естественно, не от простого обычного человека, который вам что-то прикажет там или что-то там назначит и все. Нет, это вы вот
в этой неделе, это больше как энергии этой недели, это больше как посыл, что для тебя, для вас, да, в эту неделю со 2 по 8 марта будет многое что открываться, но принимать решения, да, должны будете вы. Даже если действительно кто-то что-то сказал, все надо делать, нет, подумайте, а вдруг что-то не так? Потому что обновление, оно идет, и обновление будет идти через какие-то нормальные такие хорошие весомые перемены. Вот. Ну, дальше, да, давайте дальше. Так, жезловая масть, вот эту карту давайте смотреть. Рыцарь, опять рыцарь выходит. Значит, не останавливается ничего. Уже было, да? Так что одни рыцари выходили. Это значит, да, продолжается идти поток интересных событий, поток интересных мгновений и прибавление. Вот как будто в вашу жизнь действительно врывается что-то цветущее, что-то новенькое. Но неделя будет под знаком движения. Ну вот он, в движении. Неделя точно под знаком движения, под знаком силы. Ну да, могу сказать, несмотря на затмение, да, про которое я все-таки сказала в этом раскладе, вот, люди будут стремиться все равно к реализации амбиций. Амбиции будете общаться с человеком каким-то, который на амбициях будет, может быть, и у вас что-то такое закипит, потому что, видите, энергия движения. Перестанет все стоять на месте, как будто бы вот что-то сдвинется, что-то реализуется, что-то наконец-то поменяется, может быть, ваше мышление поменяется, да, по поводу какой-то ситуации, какого-то человека. И вы поймете, как по-другому поступать, чтобы было себе выгодно. Да, знак движения есть. И еще раз скажу, несмотря на затмение, люди будут стремиться к какой-то реализации амбиций. И вы тоже, кстати, еще раз повторяюсь, планы какие-то будут у вас, которые коснутся поездок. Может, переезд у кого-то будет очень такой шикарный, неплохой. Кстати, если кто планирует или задумывается о какой-то поездке, переезду, допустим, в другую страну, в другой город, из села в город, из города в село, без разницы, да, вот ваше. Вот как раз в эту неделю хорошо это обдумать, и правильное решение должно прийти. Правильное решение. Даже, может быть, от кого-то будет подсказка, либо толчок какой-то. Кто-то поведет себя не так, и вы сразу поймете, как вам поступать. Вот. Так что да, на этой неделе стоит подумать о переездах, о поездках куда-то, зачем-то, для чего-то или к кому-то. И резкий прорыв в делах будет. Ну, даже те дела, которые долго стояли на какой-то паузе, вот как раз на этой неделе должны где-то как-то пооткрываться. Это время больше как и вот он в руках, да, держит вот эту уздечку, или как она называется, я даже не знаю, честно. Вернее, может быть, и знаю, но как-то в голову больше идет вожжи, да? Вожжи, наверное, так. Могу ошибаться. Уж извините. Это действительно так. Вот это время, когда нужно взять вожжи в руки и не бояться скорости. Вот четко карта об этом говорит. Вот так и захотелось сказать, действительно. А вы сами увидите. Когда неделя начнется, вы сами увидите, какая она и как оно что-то интересненькое пойдет. Прям вот с пылью даже такой под ногами. Угу. Так, оставляю. Сейчас давайте еще немножко досмотрим другой колодой. Я сегодня возьму классическую колоду. Давайте посмотрим. Ну, планы, все, и реализация, все уже сказала в образе. Ну, такое вот, что там по планам. Новые дороги открываются в ваших планах, в ваших каких-то действительно переездов, поездок, не знаю, там встречи будут. Может быть, просто еще говорю планы, да, планы, которые, да, вот этого числа туда, этого числа туда. Единственное, что по императору, ну и затмению, да, если вдруг
вы запланировали на какое-то число, на 3, допустим, особенно, да, марта, какую-то поездку, какое-то дело, либо что-то еще, даже подписание чего-то. И вдруг оно не получилось, не надо ни в коем случае переживать. Как раз энергия вмешивается, да, как кулаком по столу, что в этот момент вам нужно где-то отсутствовать или куда-то не прийти, или что-то не начинать. И через какое-то время вы это все сделаете, но, видимо, не в этот момент. Чтобы не пошло все не так. На вашей стороне на следующей неделе еще и защита будет. Так что если что-то не получается, куда-то не успеваете, да наоборот радуйтесь, что вот сейчас нет, а потом будет тогда, когда надо, и так, как надо. Вот так вот еще. Встречи. Будете встречаться, либо разговаривать о каких-то тоже делах, интересах с детьми младше вас, может быть, младшие сестры, братья, может быть, вот с детьми со своими. Высыпайтесь. Может быть, бессонница в некоторые дни, поэтому побольше, да, отдыхайте. Хотя неделя, говорит, бурная будет, и по картам, да. На Луну придется еще посмотреть, да, потому что спать хочется, а не может. Бывает так. Да, неделя может быть такой. Вот. Ну, ромашковый чай попейте, не знаю, сами знаете, в принципе, что делать, но бессонница может быть на следующей неделе. Планируйте, мечтайте, начинайте все заново, запланируйте уже какие-то реальные действия аж через месяц, даже, может быть, через полгода у кого-то так захочется, да, вот возьму и через полгода вот туда-то поеду, или то-то сделаю, или с тем человеком встречусь. Что на завтра, что на полгода вперед, но вот как раз неделя благоволит тому, что вы как будто бы поставите все на свое место и правильные решения примете. Встреча с людьми какими, что? По поводу денег сейчас посмотрим, что тут по поводу денег. Но будут, может быть, да, встречи, будете решать какие-то финансовые вопросы с людьми. Вот с мужчиной что-то будете обсуждать. Финансовые вопросы и какие-то деловые больше вопросы по поводу вашей, может быть, работы. Что-то будет обсуждаться, решаться, потому что на работе у вас может быть какая-то проблема, но она не на этой неделе, она как будто уже была, эта проблема. И вот из проблемы вы потихонечку будете выходить, если такое есть. И да, какой-то мужчина... ну, хорошее, плохое, хорошее, плохое. Ну, плохого не будет. У вас, наоборот, на исправление идет. Кубковая масть. Вас даже будут преследовать какие-то люди, которые захотят вам что-то подсказать, но вы будете на своей волне. Единственное, что не загружайтесь тем, что не происходит, а наоборот, возьмите какой-то новый шанс, и вы будете в выигрыше. Вот такое. Ну, давайте дальше посмотрим по поводу финансов. Да? Так, это Пентакли. Что у нас тут по финансам? Со 2 по 8 марта. Со 2 по 8 марта. Ну, со 2 по 8 марта, да, может быть пятерочка Пентаклей. Здесь, когда, ну, фон умеренный больше. Умеренный фон финансового состояния. Так. Ожидается такой период на следующей неделе, когда вот вы ждете плоды какие-то, да, от прошлых вложений. Может быть, кому-то давали в долг, может быть, самим надо отдать, рассчитаться, расплатиться, да. Но 3 марта, вот реально день затмения вот этого в Деве, да, это не лучшее время, ну, по этой карте 100%, не лучшее время для каких-то... Финансы будут к вам идти. Карты хотят другое немножко сказать. Финансы будут к вам идти. И рядышком с вами они уже есть. Смотрите, не лучшее время для крупных спонтанных покупок. Это 1.
Дальше, что я вижу здесь реально. Лучше придерживаться какой-то стратегии, больше как накопления, да, и анализа ресурсов. Тогда вам реально в руки деньги хорошие пойдут. Потом можете не получить то, что должны были получить, либо вы работаете, вкладываетесь, а зарплата, доход будет намного позже, как говорится, да. Вот такое еще может тут сработать. Но больше как первая половина загруженности, разочарование, что кто-то не отдает вовремя, и а как я сделаю это, да, вот такие вопросы будут. Немножко нервозность присутствует. Вот. Но вторая половина недели принесет более стабильные какие-то результаты, новости о доходах и какие-то успокоения. Вот вторая половина недели больше как будет успокойся, у тебя все идет как надо. Такое. Но не надо нервничать, не надо переживать по поводу финансов. И да, накопление, анализ, планы, опять же, да, отложение, кто-то отложил на то, это лучше, чем если вы будете спонтанно куда-то отдавать. Если кто-то не отдает, если вы сами не можете, ничего, рассчитаетесь, все будет правильно, но это больше как на вторую половину недели. Если вдруг с самого первого дня, 2 марта, 3 марта, да, опять же 3 марта, нужно будет срочно что-то отдавать, как я всегда говорю вам, и буду продолжать, скорее всего, деньги отдаю, удачу оставляю себе. Деньги отдаю, удачу не отдаю. Там, в общем, все хорошее себе оставляю. А просто деньги отдаю, ну потому что так надо. Любыми словами, любыми, лишь бы вы душой это сказали, и оно действительно сбудется. Вот как-то так. Да, кстати, вы кому-то должны дать на, не знаю, детям, что ли, деньги нужны? Или, может быть, родителям на что-то нужно. Но это, я вижу, близкий вам человек, и для него нужно что-то дать будет, чтобы он не попал в какую-то неприятную ситуацию, чтобы у него на всякий случай что-то было. Вы подумайте об этом, почему-то я увидела это видение. Так, беру классику, смотрим, что еще здесь. Так, ну фон, да, он умеренный, видите, пятерочка, это как бы ждешь чего-то большего, а вокруг пустота, а нет, это неправильное мышление. Оно правильно, неправильно? Ну, больше вы вкладываетесь, да, но денежки так вам идут, откладываются, на потом, может быть. Либо вы что-то делаете, а высшие силы думают, ага, придет момент, я все отдам. И вот скоро ждите тот момент, который будет перед вами открываться. Деньги идут, идут, вы делаете. Ну, вот это паш мечей кому-то очень нужны. Нужна будет ваша помощь в ближайшее время. Подумайте над этим. Это близкий человек. Новые планы больше, поездки, встречи, да. Но по поводу денег не переживать. Да, будет какая-то, может быть, утечка. И будьте внимательны, чтобы ее не было. Лучше, говорю, откладывать. Ну, по картам точно. Вот они хотят это подсказать. А вот в будущем по звездочке, вот тогда вы реально будете радоваться, что у вас и прибавление, потому что энергия это не стоит на месте, она раскачивается, она растет. И к денежкам вы идете. К денежкам вы идете. Ну, еще одна карта, давай подскажи. Опять же, смотрите, туз мечей в руках, да, это решение, это действие, опять же, а деньги впереди. Вы над этим работаете. Мое никому не отдам. Все, денежки у вас в руках, под ногами и в голове. Это мысли, это руки, это то, что вы отложили, никому не дам, да. Лучше наступлю, но не дам. Но это вот ваше. Это ваши. Деньги у вас вот по судьбе, они будут. Они есть, они бывают, не знаю, там то приходят, то уходят, у каждого по-своему. Но по судьбе у вас это все иметь, поэтому не переживайте, если вдруг что-то складывается не совсем так, значит не то еще пока что время. Все будет хорошо, вы над этим работаете, и высшие силы тоже. Они всегда вам отдадут то, что ваше. Я говорю, по судьбе вы с финансами. Единственное, еще раз повторюсь, будьте внимательны по поводу денег.
как сказать еще раз, что повториться, чтобы вы, наверное, вы уже поняли, а я все говорю. Не переживайте. Давайте так, да? Не переживайте. Все будет хорошо. Так, давайте я еще на всякий случай, как обычно, да, посмотрю по поводу вот этих магических каких-то, когда забирают, да, магическим путем удачу на финансы. Есть ли у вас такое на следующей неделе? Будет ли оно? Ну, у вас было такое, в принципе, попажу. Денежки вышли, значит, кто-то их хотел забрать. И да, в какое-то время вы были как с копеечкой, как сквозь пальцы все уходило. А сейчас возврат идет по 8 жезлов. Возврат. Так что не стоит все на месте, все будет так, как надо. Так что не надо переживать лишний раз. Все будет так, как надо. Дьявол вышел, значит, никому не давать на следующей неделе в долг. Еще раз, да, вот еще раз повторюсь. Если все-таки надо, обязательно надо что-то дать, отдать, ну, опять же, да, деньги даю, свою удачу не отдаю, там, свое счастье, ну, все что угодно говорите, не отдаю. А деньги как ушли, так и придут. Да. И если есть возможность не отдавать, то не отдавайте на следующей неделе. Но вот немножко, знаете, у меня тут запутанно идет на сегодня, на сегодняшний расклад. Эта карта очень много запутала с самого начала. Я вижу ваши деньги около вас, вот реально. Но есть очень много переживаний и есть каких-то что-то вот не срабатывает. Да и дьявол вышел не просто так. Идет какая-то чистка. Чистка, во-первых, у вас, то, что вы очищаетесь от какой-то злой энергетики, но и, по-моему, идет вот эта чистка, как у вашего врага какого-то, что он хотел у вас что-то отобрать, а не получается. Идет как будто восстановление вашей силы, вашей удачи. А у него наоборот. Поэтому здесь немножко такая энергия раскачанная по поводу именно финансов. Здесь все нормально. А вот финансы как-то вот... Поэтому еще раз скажу, видите, как не надо переживать, страдать, нервничать, мучиться по поводу денег. Они будут в ваших руках, и зло будет наказано, если реально кто-то лез. Может, по магии, может быть, и нет. Может быть, просто украсть хотели, забрать, себе перетянуть что-то. Ну, у вас идет восстановление. Ну, все вроде бы. Так, и да, если чувствуете, кому-то из своих родных, близких надо что-то дать, пусть у них копеечка будет от вас, для того, чтобы что-то, ну, на всякий случай, что-то вот когда надо, и как раз оно было. Не могу точно объяснить, расклад общий. Давайте я пример скажу. Например, ребенок взрослый уже, да, и ему надо вот куда-то ездить, чем-то заниматься, но у него вроде бы есть свои денежки. Дайте ему какую-то копеечку на удачу на следующую неделю. Пусть она у него будет. Она как будто бы оттолкнет какую-то неудачу. Вот это мне идет. Либо маме, папе, допустим, брату, сестре, еще кому-то. Вот что-то в этом роде. И оно как будто реально вот поможет. А когда оно поможет вашему близкому человеку, к вам как раз в руки и придет тот туз пентаклей, который здесь вот вначале выходил. Вот, наконец-то я собрала воедино по кусочкам то, что видела. Давайте дальше. Ох, сегодня расклад какой-то такой вот. Так, со 2 по 8 марта, да, это кубки. Это кубки, это эмоциональный фон следующей недели. 6 чаш, воспоминания прошлого. Оно совершенно не нужно, но будет такое, что эмоции могут зашкаливать. Угу. Потому что и вот эти карты об этом говорили. Ну и вот это тоже, да, когда вроде бы все хорошо,
Вроде бы все то, что мучило, осталось в прошлом. Здесь начинается какой-то новый этап, новый виток событий. А эмоции, да, эмоции могут где-то заплачете, где-то наоборот засмеетесь. Это лунное затмение в Деве. Это так. Возможно, из-за этого тревожность, мнительность и желание докопаться до истины там, где ее нет. Вот такое может быть. Вот докопаться надо и все. А ее там нет, этой истины, там вообще лезть не надо. Так что за эмоциями следите, да. Тоже есть такое. Эмоциональный фон, он нестабилен на следующей неделе. От эйфории, потому что весна начинается, да, может перейти к меланхолии, потому что, ну, опять же, шестерка чаш — это воспоминания прошлого. Больше всего грузят мысли по поводу прошлого, далекого, недалекого, без разницы, потому что они вечно в голове крутятся. Вроде бы весна, да, вроде бы все такое классное, а действительно такое хорошее все будет, вот увидите. Но эмоции есть эмоции. Раз мысль какая-то посетила, и начали нервничать, в меланхолию куда-то влезли, да, вот, и да, где-то решили докопаться до чего-то или до кого-то, вот, где-то мнительность такая вот зародилась, да, или тревожность. Но тревожность, в принципе, по карте есть такое, здесь такое вот сила, здесь беготня, здесь дождик такой, да, сидишь, не знаешь, что делать, а здесь воспоминания. Есть тревожность по разным вопросам, и большущее-большущее у вас желание, вижу, наконец-то дождаться вот чего-то, что вы очень давно уже ждете. Оно будет открываться, оно будет возвращаться вот хорошим светом таким в вашу жизнь, да, и вы наконец-то получите, что вы ждали, немножко не так, как думали, но вы получите начало, вот я говорю, какого-то переворота, каких-то обновлений. Ждите, ждите что-то интересное. Неделя интересная. Если вы впадете вот по этой карте в меланхолию, опять же скажу, да, в какую-то мнительность, в какую-то тревожность, в какую-то прям нервозность, вы можете кое-что себе испортить. Так что, опять же, и тут тоже скажу, будьте внимательны. Сегодня видите, какой расклад? Вот он больше как и описание, что может быть, да, и в то же время, раз карты говорят, значит, это есть предупреждение, не допусти этого, и ты будешь вот этим вот императором в своей жизни. Ну, как бы мужчина, да, вышел, но если мужчина смотрит, вот, вы, могу сказать, что это вы тут, да, если, не если, а точно, да, девушка-женщина смотрите, как бы у меня больше расклад так, но мужчина может перекручивать для себя обязательно, потому что энергия идет общая по-любому. То, значит, как бы вы вот в энергиях императора, ну, такого начальника своей жизни, который, да, знает, как дальше, какой шаг делать, и это все в ваших руках. Ну, карта энергетически подсказывает. Вот. Вы там девушка, женщина, милая, добрая, ранимая, но неделя больше вот такая вот, да, вот такая. Знай и себе цену, и что будет впереди, и что ты можешь, и у тебя все в руках, все откроется. Не опускайся к какому-то, ну, какой-то, опять же, да, перечислю, тревожность, даже не буду перечислять, вы уже поняли, и все остальное. Ну, давайте посмотрим этой классической колодой. Так. Рыцарь Пентаклей. Опять работа Пентаклей. Ну, по Пентаклям нервы будут, так что давайте успокаивайтесь. По поводу Пентаклей, по поводу денег, таки да, есть. Но я так вижу, что двери-то открываются, а это значит что? Раз куча всего предупреждений таких, да, это значит к 8 марта настроение выровняется. И будет преобладать все-таки мягкость
и праздничное ожидание. Ну, как бы не закрытие дверь, а наоборот открытие вышло, да. Значит, все-таки к концу недели у вас все это выровняется, все это накопится вот больше как хорошего, если вы будете себя переводить из вот такого состояния в нормальное, такую вот, да. И праздник ждите, праздник ждите. Эмоции праздника, любовь, у кого-то встреча, свидание, какие-то разговоры по телефону, которые вы долго, может быть, ждали, каких-то слов, каких-то, не знаю, там, ну, что человек приедет, либо что наконец-то готов к чему-то. Ну, вот каких-то ожиданий. Вот ждете, и вот так к концу недели дождетесь чего-то интересного. Чего-то интересного. Любовь откроется в вашей жизни. Кто-то из родственников, может, скажет, как он вас обожает и любит, да. И мужчина, к мужчине женщина, может быть, позвонит, придет. Ну вот, неплохо. Очень даже неплохо. Так что то, что тут карты говорили, все можно еще и понять, и изменить. Все-таки дьявол приходит здесь. Хотя вот с этой картой дьявол больше говорит страсть. Огненная страсть какая-то будет даже присутствовать. Ну, с кем-то у вас будет свидание, с кем-то, не знаю, вечерком, ночью, что-то вот куда-то сходите, что-то поговорите, ну и дальше там не буду говорить, да? Вы сами уже тоже поняли, у кого-то так. Кстати, радость все-таки от финансов тоже ждите. Но еще королева Пентаклей говорит, что то, что вы хотите иметь и держать в руках, оно наконец-то к вам придет. Оно наконец-то к вам придет. Это опять предупреждение. Главное, свою голову не мучай, и у тебя все будет в твоих руках так, как ты хочешь. Через плохое переступишь, но даже через дьявола можно получить очень много хорошего. Тем более он выходит вот с ангелом влюбленных. Здесь тоже. Ну, постарайся себя не мучить. Остальное все просто великолепно. Новые дороги, новые знакомства, свидания, либо встречи с человеком, которого вы долго ждете. Ну, такое. Да, неделя, конечно, интересная. Кое-что все-таки проводите в своей жизни, закроете дверь и вздохнете глубоко весной такой вот. Многое что вернется в вашу жизнь. Ждите новостей, ждите встречи, ждите очень хороших таких, не знаю, хочется сказать дней. Да, хочется сказать дней на следующей неделе, которые реально будут вас, ну, в такое состояние вводить, когда у вас на что-то даже глаза откроются. Реально. А что по поводу реально вот 8 марта? Если будете любить себя, уважать себя, ценить себя, тогда притянете к себе то, что нужно. То, что нужно. Будете плакать, оттолкнете от себя то, что нужно. Люби себя, уважай себя, знай, что у тебя все хорошо. Даже если не совсем так, все равно так, как надо. Значит, от плохого избавляешься. Видите? Одна часть к этому, 9 кубков, и одна часть к 9 мечей. Будешь нервничать, ну тогда получишь слезки. Будьте аккуратней. А так превосходно. Радость притянете. Радость притянете. Подарит вам кто-то подарочки. Маленькие, может быть. Много, может быть. Целую такую гору подарков получите. Видите? Ну, все-таки, может быть, сами кому-то подарочки, да, тоже решите подарить. Почему бы и нет. Что за этот... это опять предупреждение. Раз опять эта карта выходит, не тревожь свое сердце. Даже если кто-то вам ничего не подарил, либо мало подарил, не переживай. Всему свое время.
Опять, я уже думаю, зачем эта карта выходит троечка мечей, а сразу девятка. Не переживай, судьба на твоей стороне. Вот. Такое. Давайте дальше смотреть, да? Да, расклад, конечно, вообще какой-то необычный, если честно. Так, это острые моменты, это мечевая масть, острые моменты следующей недели. Ага, давно не выходила эта карта, семерочка мечей. Угу. Ну, давайте посмотрим больше, как, может быть, чего бояться и в чем быть внимательней, да? Но здесь как? Да, 3 марта, вот это вот затмение все-таки говорит о себе, еще раз повторюсь. Оно в Деве, да? Да, оно может спровоцировать конфликты на почве мелких каких-то придирок даже. Знаете, такое впечатление, что вот что-то третье может влезть в вашу жизнь. Опять же, либо ваши мысли, либо действительно какой-то человек третий, который не должен влезать, может зацепить вас захочет. Да, какие-то мелкие слова, мелкие придирки, что-то такое маленькое, ненужное, но может влезть и спровоцировать конфликт. Будьте аккуратны по этой карте, ну вот 100%. Знайте, что вас любят, что вы самое лучшее. Вот. Но кто-то захочет подковырнуть вас. Еще опасайтесь все-таки, да, мошенничества. Вот, есть такое. Есть такое. Дьявол выходил, значит, все-таки будьте по поводу этого внимательны. Мошенничество, да, в середине недели особенно. И информация, которая будет к вам поступать, не бегите сразу что-то делать или кому-то пересказывать, кому-то тоже что-то там доказывать. Перепроверьте ее еще раз и возьмите на заметку. Лучше так. Потом, по поводу здоровья, единственное, что может быть, так как тут гоночка такая есть, да, и нервозность присутствует из-за вот этого вот затмения, да, оно больше как утомляемость будет повышенная. Вот. И да, так как Луна все-таки выходила, уделите внимание режиму сна. По поводу отношений. Давайте я классику возьму. Такое впечатление, что вы где-то здесь поставите точку в отношениях. Вот опять же, общий расклад, поэтому не для всех. Вот для кого-то это может быть важно. Какую-то точку вы поставите. Либо поставите точку, так, хватит нервничать, надо заново начинать, вот с нуля, да, с этим человеком общаться и меняться, и он меняется, ну вот что-то типа этого. И у вас как будто с нуля начнутся отношения, хотя вы человека давно знаете. Либо поставите точку и закроете перед ним дверь, чтобы новые отношения начались. Такое впечатление, что идет именно на неделе вот со 2 по 8 марта какая-то перестройка и в личной жизни. Не бойтесь каких-то недосказов, каких-то недомолвок, не бойтесь прошлого, что уже пришлось пережить, потому что в вашу жизнь действительно идут какие-то события, которые вас на ноги поставят в этом вопросе. Ну, даже так хочется сказать. Да, кто-то вам начнет говорить, опять этот маленький пентакль выходит. Ну вот, я же говорю, 10 кубков, любовь к вам идет, как бы маленькими шагами, да, но большая любовь идет в вашу жизнь, вот. Поэтому не надо переживать, плакать, нервничать из-за кого-то или из-за чего-то. Но решите этот вопрос в свою пользу по поводу личных отношений. Еще, если кто-то будет вам говорить какую-то информацию, что ваш мужчина плохой, допустим, либо с кем-то он сейчас, либо еще что-то, оно не ваше. Опять же скажу, перепроверяйте эту информацию и настраивайте себя на позитив. Вы не ошибетесь, когда примете правильное решение, и оно будет то, что нужно. В вашу жизнь идет
стабилизация вот в семью, в радость, личное что-то такое, да. Ну вот красивенько идет. Вот так. Давайте я тут еще посмотрю по поводу здоровья еще, да. Но утомляемость, будьте внимательны, реально. Вот оно, утомляемость на душу, на сердце, в голову, все, есть такое, есть. И раз тут троечка выходит, и здесь, в принципе, 3 человека, да, не заразитесь от кого-то. Либо, ну, больше всего, как не заразитесь. Если где-то просквозило, простыло, раз и все снимется, уйдет быстро. Но вот постарайтесь не заразиться. Кто будет кашлять, сразу отворачиваемся. Не знаю, там, может, маску даже где-то нужно будет одеть. Будьте в этом, да, внимательны. Чтобы какой-то третий посторонний человек вас не заразил. Может, даже и не посторонний. Берегите своих. Вот, тоже, если будете кашлять, их не заразите. Ходите в маске. Это на всякий случай. Чтобы не было увеличения и продолжения. Чтобы быстрее все ушло и почистилось. Тоже как предупреждение именно на следующую неделю. Ну, скажу так, вы императрица, ваша неделя. Видите, император, императрица под конец, да? Ну, сильная неделя для вас. Очень необычно карты сегодня рассказывают все. Но есть на что обратить внимание, что для себя реально понять, чтобы не допустить. И тогда супер будет все. Супер. Но я еще тут вижу почему-то вот слезы из-за какого-то мужчины. Вот они у вас в душе есть? Ну, для мужчины, если мужчина смотрит, значит, из-за какой-то женщины, девушки, да? Если оно вот есть у вас, или по прошлому, что вы вот пережили уже давно, может быть, этот этап, и когда больно все. И вот оно до сих пор у вас вот как будто бы вот сидит в вас, да, как воспоминание. Либо недавно даже поругались, поплакали. Может и такое. Но точно знайте, что это как раз реально неделя, когда нужно что-то отпустить или перед чем-то даже или после чего-то дверь захлопнуть. Потому что реально восстановление идет. Неделя сильная. Ну вот, в ваших руках то, что ваше. Идет восстановление здоровья, восстановление личного в жизни, денежного потока. Вот оно, ну, сильные карты первые вышли, и потом уже как предупреждение идет. Неделя интересная, реально интересная. Детские разговоры, опять же, да, ваши вот планы, мечты, ну, повторение уже. Вот, то, что делали, может, что-то и пойдет, может, немножко попозже, но оно в ваших руках, оно около вас. Свое вы точно никому не отдадите. А колесница вообще говорит вам, и дороги будут, и побегать придется, и новое что-то действительно открывается. Прекрасные карты и неплохие подсказки. Но давайте посмотрим, что стихия скажет. А вот здесь, не знаю, может быть, совсем по-другому будет. Или все-таки то, что нужно. Карта мира, да? Карта мира, сильная карта. Это мир в душе, мир, доброта, гармония. То, что вам надо в вашу жизнь. Да? Хватит уже того зла или того какого-то там унижения. Может быть, у кого-то такое даже есть. И вот идет какой-то мир. Кульминация написано, маленькие буквы, апофеоз, опять, наверное, неправильно читаю, и триумф. В общем, вот такие вот слова здесь идут, странные немножко, как бы для всего, хотя почему бы и нет, действительно, весь мир у ваших ног, ну, это уже с первых карт было видно, да, как я говорила, вот. И это тоже как подтверждение. Насладитесь триумфом, вы заслужили его. Ну и в конце еще и императрица выходила, император, но реально, вы заслужили. Наслаждайтесь, да, здесь хочется сказать по этой карте, карта стихии. Не опускай себя в какие-то тяжелые моменты.
Да? Весь мир сейчас у твоих ног. Ты реально выходишь из чего-то плохого. Мир идет в твою жизнь. Триумф. Из каких-то тяжелых ситуаций выбери что-то хорошенькое. И пусть это будет малюсеньким-малюсеньким триумфом, потому что вы заслужили и его, и еще больше чего-то. Вы идете, вы реально не стоите на месте. Ну, как-то так. Вот. Вот такая вот карта. Давайте здесь прочитаем. Так. Стиснутые зубы. Здесь может быть совсем все по-другому, даже не знаю. Стиснутые зубы. Глядя на грозу, не забывайте о солнце, которое скоро покажется из-за туч. Да даже по названию уже эта карта тоже дополняет все, что говорили эти карты, и то, что я видела в своих видениях. На сегодняшнем раскладе это вообще супер. Даже здесь название уже, да, стиснутые зубы, потому что, ну, реально где-то и надо, где-то уже устал. Где-то, кстати, у кого-то есть еще не страх, а хотя может и страх, либо нервозность по поводу какого-то человека, у которого проблемы. Ну вот тоже не стоит ничего на месте, поэтому все потихонечку разрешится, встанет в свою стихию, в свою гармонию. Читаем дальше, да, тут глядя на грозу, не забывайте о солнце, которое скоро покажется из-за туч. Вот как бы гроза, солнышко будет, и мир в душе, и везде, дай Бог, да. Так, вы в отчаянии, и вам кажется, что так будет всегда. Есть такое на сегодня, скажите? Скорее всего, вот как бы есть. Вы в отчаянии, и вам кажется, что так будет всегда, но это неправда. Да, сейчас у вас в жизни трудный период, но он не будет длиться вечно. Вы слишком мрачно смотрите на вещи и во многом драматизируете ситуацию. Помните, что ваши черные мысли отражаются и на ваших реальных делах. Вместо того, чтобы терзаться пустыми сожалениями, проявите терпение и выдержку. Домашние дела, общение с друзьями, погружение в работу принесут вам желанное равновесие. Ну, в принципе, да, домашние дела, общение с друзьями, погружение в работу. Это была вот эта вот 8 пентаклей, да? Да, 8 пентаклей, она говорила об этом. Что действительно, когда вы вкладываетесь, вы в свое время все равно получите столько, сколько вам причитается, сколько вы должны получить в этой жизни. И радость, и любовь, и финансы. Такое вот. Успокойтесь и сконцентрируйтесь на своей цели. Все не так плохо. Вы имеете все шансы, чтобы ваше желание исполнилось. Но для начала вам надо взять себя в руки. Знаете, вот если бы я сейчас расклад этот не делала, прочитала бы эту гексаграмму, по-моему, вот этого вот и хватило бы, да, наверное, для кого-то вот по-быстренькому. Но эти карты, и когда они еще и вот на одной волне, даже из разных колод, это о многом говорит. Это значит 100% правильная информация, чтобы вас поддержать и действительно вытянуть из каких-то неприятностей на нормальное что-то, да, чтобы получать то, что ты хочешь, то, что тебе приготовлено судьбой. Подсказочка здесь шикарная. Поэтому я сразу и не смогла. Вроде бы такой император, да, здесь вон какие-то вот такая вот бурное что-то, да, вроде бы так все хорошо. Но начались какие-то сомнительные такие вот видения, да, сомнительные раскрытия сомнительные вот этих карт. А здесь все вот в одном тексте. Глядя на грозу, на свои проблемы, на свои какие-то вот, кажется, да, в отчаянии вам кажется, что так будет всегда, либо так долго, так надоело все это ждать. Кстати, без этого даже вам сказала здесь, да, когда еще не открыла эту карту, что вы, может, что-то ждете, что уже вот просто надоело. Знаете, что у вас вот солнышко скоро покажется из-за туч, и вы увидите и свои цели, которые наконец-то начинают двигаться. И просто вот для начала надо взять себя в руки.
Как я говорила здесь, так и тут написано. Ух, расклад сильный. Очень может помочь во многом. Но счастья вам, хорошие мои, счастья вам. Просто вот, знаете, может быть, даже сделать в каком-то раскладе по знакам зодиака, что ли. А давайте я сейчас сделаю по знакам зодиака. Давайте сейчас. И возьму я вот эту колоду. Кто уже отключился, может, не посмотрите. Кто еще со мной, давайте посмотрим. Кстати, можете, да, и отключаться, если хотите. Но я почему-то, раз я увидела вот это затмение, знаки Девы, да, что какие-то действительные очищение идет, завершение старых циклов какой-то. Давайте посмотрим на знаки зодиака вот на следующую неделю вам. Я никогда такое не делала, но давайте попробуем. Вряд ли буду потом, может быть и буду, но сегодня вот хочется. Все, хватит мне говорить. Значит так, первые знаки, давайте тасуем, настраиваюсь, потому что вообще сильный расклад. Овен, Лев и Стрелец. Давайте возьмем стихия огня, да? Слушайте, Овен, Лев, Стрелец. Кто из вас, кто для вас? Овен, Лев, Стрелец. Со 2 по 8 марта. Карта мага. Трансформация, творчество, сила, да, идет. Вот такой совет с этой картой могу сказать, раз это маг. Усмирите эго. Затмение может вызвать всплеск раздражительности в отношениях и творчества, видите, творческих каких-то проектах. Да, это совет. Усмирите эго. И у вас все хорошо будет и в творчестве, и в каких-то трансформациях. Это перемены хорошие, да, и сила, это здоровье и все остальное. Так что усмирите эго свое. Это не нервничайте, не ругайтесь, ни с кем постарайтесь. Если кто-то что-то не подарил или у вас что-то не получается, все, успокойтесь, все нормально у вас. Потому что затмение делает всплеск вот этой раздражительности. Займитесь больше всего здоровьем. Вот. И знаете, если будут просто эти рутинные дела, которые давно откладывались, это тоже для вас будет как живой источник. Просто что-то делаете, даже что давно откладывали, вот начните опять делать. И если хотите отложить навсегда, так откладывайте. Вот какое-то здоровье больше как психологическое, вот им займитесь. И избегайте спешки в решениях. Да, по магу, да, потому что маг — это 4 стихии, и 4 стихии это надо, ну хотя бы даже по этой карте 4 раза подумать, и 1 раз уже понять, что тебе надо. Вот. Так, дальше давайте. Давайте возьмем стихию Земли. Телец, Дева и Козерог. Телец, Дева и Козерог. Вы охотник. Преследование, стратегия выживания. Да? Ну, совет для вас здесь идет как... Для вас это время максимальной трансформации. Перестаньте, ну, образно говоря, перемалывать мысли и постоянно анализировать ошибки прошлого. Ты охотник за счастьем, а не охотник за какими-то проблемами, которые уже ушли в прошлое. Да? Что, мол, ты должен разобраться, как это так, ты это не сделал, не довел до нужной точки. Либо что-то еще. Да? Не надо, хватит в голове крутить мысли ошибок прошлого, ваших, чужих, потому что они преследуют вас, преследуют. Нужно выработать новую стратегию, чтобы действительно жить и радоваться этой жизни и будущей, чем как в прошлом, вот такое вот. Но это как раз неделя максимальной трансформации в вашу жизнь. Вы меняетесь. Вы действительно меняетесь. И какие действия? Наведите порядок в финансах, наведите порядок в доме, и вам будет то, что нужно, дано.
Кстати, девам, телец, дева, козерог, да, а девам еще больше, вот всем так скажу, но девам еще больше стоит быть особенно внимательными к расходам и самочувствию, потому что затмение в деве, поэтому будьте аккуратны по поводу расходов в финансах и самочувствия. Вот это вот самое важное. Ну и телец, козерог тоже, будьте внимательны. Не так сильно, может быть, да, но все равно будьте внимательны. А вообще у вас тоже вот как охотник. Охотник за чем-то хорошим, потому что есть мечты, есть желания. Но он идет своей дорогой, да. Единственное, что еще раз говорю, отрезайте преследование вот этих мыслей прошлого. И тогда у вас столько всего откроется впереди. Неделя хорошей трансформации. Давайте посмотрим Близнецы, Весы и Водолей. Это стихия воздуха. Близнецы, Весы, Водолей. Мастер. Часы, да? Часы, время. Какой совет? Ну, тут умение, внимание к деталям и мастерство. Мастер, часы. Такое все, да? Смотрите, фокус надо направить на внутреннее равновесие. Чтобы часы не быстро бежали, а чтобы вы успокоились и нормально жили и набирались того, что нужно. Может, да, можете ощутить какое-то сильное давление обстоятельств. Есть такое, как сжаться, да, сжаться, капюшон одеть от какого-то давления. Но не бойтесь отпускать то, что больше не приносит радости. Умение выйти. Вот Близнецы, умение выйти, внимательность к деталям — это ваше. И вот это ваше мастерство, которое в вас вложено уже самой природой, оно даст как раз сейчас открытие новых дверей. И отпустите, реально отпустите то, что уже не приносит радости, делает больно, либо, опять же, ну не ваше это что-то. Внутреннее равновесие — это вот то, что нужно. Весы. Весы. Кто из вас весы? Особенно подумайте об этом. Потому что даже здесь вот простые карты, помните, я еще говорила, вот такая вот двоечка пентаклей была. Если будете взвешивать все за и против по прошлому или каким-то ошибкам и недоделкам, то вы можете попасть в какую-то яму неприятностей. Но если вы будете наоборот все это, детали эти, ну как бы плохое подетально выкидывать, а хорошее подетально притягивать к себе, то вы наоборот получите ого-го, сколько всего хорошего, и время ваше придет к исполнению. Ищите действия ваши, да, ищите гармонию в партнерстве и не берите на себя лишние обязательства. Да, вы не должны быть одна или один, да. Ищите в партнерстве по работе, по любви, но не берите на себя лишние обязательства. Вы должны отдыхать уметь. Хотя вы умеете отдыхать. Значит, отдыхать, заставлять себя, даже так скажу, заставлять себя отдохнуть, потому что слишком много иногда на себя берете и упускаете время возможностей. Так, ну и давайте посмотрим стихия воды. Рак, Скорпион и Рыбы. Рак, Скорпион и Рыбы. Алхимик. Интересная карта тоже. Но алхимик больше, видите, как тоже трансформация идет, но тут идет сочетание и создание, да, вот в руках. Он создает, алхимик, на ваши знаки вышел, да, это слушайте интуицию. Да, она не даст ошибиться, она не даст ошибиться. Но не поддавайтесь, опять же, по всему раскладу, вспомню, что говорили карты, не поддавайтесь вот этой меланхолии, не знаю, как ее там, когда как, да, говорят люди. Возможно, важные осознания в вопросах, опять же, дома и семьи, но и в то же время каких-то новых возможностей и по переезду какому-то, переходу в какую-то другую организацию, общение с другими людьми.
Вот такое вот. Да, у вас идут перемены, но здесь нужно прислушаться интуиции. Вот именно интуиция. И никакой меланхолии, чтобы не было. Потому что, наверное, вы любите, да, скорпион, себя кусать можете, рыбки помолчать, когда надо сказать, либо наоборот. Рак, опять же, пятится назад, да, если вот по названиям. А так нет. Так вы человек очень сильный, который реально как алхимик может брать управление в свои руки. Так что да, слушайте интуицию действия. Ну, скажу так, скорпионам стоит пересмотреть свои убеждения. Рыбам нужно будет уделить время самопознанию и духовным практикам. А рак, давайте не пятьтесь назад. У вас столько всего впереди, поэтому не упускайте момента. Ну и все вместе, да, слушайте свою интуицию. Вот. Ну, вроде бы как все, да? Все, на сегодня точно все хватит. Я первый раз такое делаю. Напишите в комментариях, как вам. Вот, может, еще раз буду, может, нет, смотря как будет посыл. Как будет посыл, так и буду делать. По-любому каждый расклад, в нем есть какая-то частичка, которая, да, нужна вам. Потому что я очень хочу и тяну подсказочки, да, чтобы не ошибиться, чтобы не пропустить свое время, чтобы действительно взять свое будущее в руки, да, помогу уметь справиться с какими-то препятствиями, в творчестве пробиться. Вот, и тут трансформация, смотрите, какие карты сильные. Вот, создание, да, идет в ваших руках. Ну, на сейчас точно все, давайте, хватит. И до следующего видео. Смотрите, таро-прогноз на следующую неделю после 8 марта, которая будет в воскресенье следующее. Скорее всего, я надеюсь, что все будет нормально, у меня получится. Вот, так что оставайтесь со мной. А другие просто на будущее, тоже какие-то подсказочки от карты будут, да, может быть, какие-то тоже ваши вопросы карты поднимут. Будут уже вот скоро, в течение недели, скорее всего, 3 видео сделаю, а там посмотрим тоже, как будет. Вот, так что оставайтесь. И да, подписывайтесь на канал, кто не подписался, жмите колокольчик обязательно, чтобы вот когда выставляю, оно сразу же к вам приходит, и вы видите, да, не пропускаете. Может быть, как раз для вас и важно будет что-то на ваш вопрос, именно будет ответ. Так что увидимся, услышимся, на связи. Вот. Желаю вам самого лучшего, как всегда, самого наилучшего. Здоровья крепкого, удачи во всем. Все. Увидимся, услышимся.